Здравствуйте, меня зовут Нина, приветствую вас на моем канале. Сегодня для разнообразия покажу вам распаковку с Etsy. Ну и расскажу тоже, с какими проблемами и что случается на Etsy. Итак, начну с первого магазина. Здесь я купила вот такие переходники для колье. Вот на 3 дырочки. У продавца они есть во всех цветах. Написано, что позолота, посеребрение, ну я не знаю. Это из индийского магазина. Вот такие большие идут по 4 штуки. Это 31 на 27 миллиметров. Такие красивые. Я взяла в бронзе. Ну, хочу вас предупредить, что с такими, конечно, тяжело немножко работать, потому что сюда входит 3 нити. И нужно, чтобы вышла одна и ее закрепить. Так что все время надо выводить 3 нити в одну. Так, вот такие. И вот такие поменьше. В разных цветах. Ну, у него еще было в бронзе. В бронзе я не взяла. В бронзе я решила взять вот эти большие попробовать. Маленькие идут по 5 штук. Тоже написано позолота и посеребрение. Смотрите, какие они красивые, ажурные. Красивенькие переходники для колье. Вот. Также купила диски, но диски черного цвета. Вот эти 10 миллиметров 50 штук идут. И мелкие 120. Мелкие это 4 миллиметра в черном цвете. То, что в других цветах у меня есть. И на Алиэкспрессе тоже можно найти. А в черном цвете нету. Тоже они там, видите, они как не просто гладкие, а такие немножко рифленые. Вот так вот примерно будет выглядеть. Вот видите, маленькие, совсем их не видно. И по 10 миллиметров. Так. Это один магазин, индийский продавец. Следующая покупка это у канадского продавца из провинции Онтарио. Купила деревянные вот такие вот донатсы с отверстием. По 28 миллиметров они. И нитка 16 инч. Просто мы находим семя каменные или из ракушки на Алиэкспрессе. Но деревянных что-то я не встречала. Ладно, я решила купить на Etsy. В таком цвете и более темный цвет. Это деревянные. Ну и просто деревянные вот такие тоже бусинки. 15 миллиметров. Ровненькие, все аккуратненько, все красиво. Между прочим, у нее была доставка дорогая. И я с ней договорилась, переписывалась. И она мне за доставку очень много скинула. А как это происходит? Вот она говорит, вы заплатите, и я вам потом типа верну. Но это надо доверять продавцу. И я заплатила полную сумму, и через 5 минут я вижу, что как бы мне на карточку вернулась та сумма, о которой мы договорились. Так что честный продавец. Вот так вот можно договариваться, значит, на эти. Потому что так у нас же Онтарио по Канаде, тут вообще близко. А доставка там что-то была вообще дорогая, наверное, 20 или 25 долларов. У нас в Канаде вообще дорогая доставка на почте. Иногда одно маленькое колечко, чтобы доставить, 15 долларов стоит. Наверное, единственная страна, где такая дорогая доставка. В Америке и то дешевле. Ну так вот. Так что, если вы хотите, можете договариваться с продавцами. Торговаться тоже. Следующее интересное.
У этого продавца я покупала 2 раза. Я купила у него кабушоны. Это индийский магазин, конечно, они продают все в каратах. Так, вот я у него купила просто лабрадориты. Между прочим, первый раз у меня проблем не было, второй раз он в каждом заказе он не доложил караты эти, потому что 100 каратов это 20 грамм. Ну что там 20 грамм в одном камне? Тут может быть один вот этот камушек уже стоит 20 грамм. А я у него взяла микс, я потом вам покажу, 800 каратов. Ну тоже 800 каратов это 160 грамм. Тоже там считай 4-5 камня, если они крупные. И вот в каждой позиции он не доложил караты. Я потом ему написала, то, что я взвесила, и показала ему фотографии. Он говорит, типа, извините, это ошибка моих работников. Я вам, типа, дошлю. И да, представляете, потом мне через некоторое время пришла посылка, он мне дослал камни. Так что тоже оказался честный продавец из Индии. Ну так вот такие вот кабушоны лабрадорита. У нас в Канаде говорят лабрадорит, у нас не говорят лабрадор. Если вы наберете в поисковике лабрадор, вам там выйдет собака лабрадор. Никакие камни вам там не выйдут лабрадорита. Красивая резация. Вот этот микс, это он мне дослал из микса, что мне не хватало в каратов. Тоже это лабрадорит. Это дендрит агат, как я вижу, крупный такой. Содолит. Это фосил и малахит. Это которые камни, которые я узнаю. Далее вот эти. Там же можно у него еще говорить, какие ты предпочитаешь, потому что в миксе у него много камней. И там есть такой отдел, когда вы покупаете, там можно внести, какой камень вы хотите. Ну, я там написала. Как говорится, первый раз, наверное, он меня обслуживал, он мне нормально все выслал. Второй раз, наверное, его работники. Они даже не смотрят, что ты там пишешь, высылают, как говорится, чтобы под рукой было. Итак, что здесь? Так, это вроде этот голубой опал, я ему сказала. Цуазит. Вот этот я не помню, как называется. Забыла, как называется. Вот это ну, тоже не знаю, что это за камень. Я уже тоже не помню. Так, вот этот Бамблби, яшма пчелиная. Ну, конечно, здесь больше темного и желтого. Оранжевого здесь вообще нету. И вот такой вот уже. Это или опал голубой, вот, или голубой опал. Похоже. Так. Это все тот же продавец. Как я говорила, я покупала у него 2 раза. Первый раз мне понравилась посылка. Я заказала у него второй раз. Конечно, второй раз, я вижу, цены уже были выше. Но все равно. И 800 этих я заказала. Карат. 160 грамм. Так, ну это змеевик. Это яшма мукаид. Такая. Потому что она не только бордового цвета, она и желтого, и такого бледненького. Ну, они такие красивые. Так, здесь у меня розовый кварц.
Это... Забыла этот камень. Камбаба, что ли это? Так, это то же самое. Видите, мне выслал одни и те же камни. Это, наверное, второй раз, который я заказывала. Это тоже красивый. Кабушон какой-то с кварцем туда. Это я вообще не знаю. Ну, халцедон, наверное, какой-то. Вот здесь у меня два розовых. Вот это вот мне выслал второй раз. Вообще никакого разнообразия. Этих целую кучу. Этого. Ну, здесь были не очень интересные. Ну, как я говорю, второй раз он мне дослал, там были уже более интересные камни. Да, и вот это вот. Тоже от него. Вот это пчелиная яшма, малахит, аметисты. Вот это вот даже не кабушон. Видите, просто как камушек отшлифованный. Розовый кварц. Это опять фосил. Еще малахит. И тут агаты. Так, красивый агат. Вот, посмотрите, сколько. Считай, это 2 раза по 800. Но у меня дослал, конечно, там было побольше. Вот, посмотрите, моя рука. Сколько у меня кабушонов. Ну, правда, здесь нету каких-то ценных экземпляров, как у вас девочки там показывают с Урала. Такие классные. Но все равно я рада. И вот у него заказала дикий лунный камень. Тоже он мне тут не дослал. И потом прислал мне еще вот дополнительно. Что тоже тут не хватало. Но здесь надо искать, где тут иризация. Это дикий лунный камень. Здесь вроде вообще нигде нет. Здесь вот видно немножко там. Ну, поэтому, когда ты покупаешь лунный камень, там не везде иризация есть. Вот тут чуть-чуть есть. Вот здесь вот видите. Так. Ну, тоже это я все купила, чтобы использовать в этой технике Тиффани. Ну, с породой, конечно. Ну, когда на солнце светишь, там больше видно вот этой иризации. Здесь сейчас почти не видно ничего. Ну вот. Так, сейчас уберу, покажу вам следующее. Так, вот это вот следующая покупка. Это Булдер Опал. Вообще есть очень красивые опалы у этого булдера, но этот не очень. Просто были дешевые. Вообще они дорогие, даже вот такие просто обыкновенные. А эти экземпляры оказались дешевыми. Сейчас возьму лампочку, покажу вам на просвет. Так,
Итак, ну вот я получила 2 кабушона, я у него купила. И он мне положил вот этот композит из смолы этой. Ну, фигня всякая. Так и то, типа подарочек положил. Сейчас я вам покажу, какая тут была проблема. Вот видите на просвет? В этом булдер опал иногда встречается сам опал, который блестит всеми цветами. Ну, я вам вставлю фотографии, какие они у него на фотографии. Ну, тоже, конечно, это надо смотреть на свету. Бывает даже вот эти вот здесь у вставки, они прям голубого цвета и блестят, блестят. Вот тут вот чуть-чуть только вот блестит. Ну, покажу вам фотографию, они мне показались интересными. Ну, в чем проблема? Вот этот самый большой, видите, вот скол. Он у него откололся, вот здесь хорошо видно. Он его склеил и прислал, продал, типа. Вот почему я не люблю покупать на Etsy. Я, конечно, люблю, потому что там можно найти очень классные, красивые, обалденные камни. Не такие даже, как на Алиэкспрессе. Но вот, чтобы открывать спор, там тяжелее. Там откроешь, не знаю. Ну, мне пока везло. Тьфу-тьфу. Итак, как тут можно открыть спор? Первый это ты самому PayPal, потому что там платишь только через PayPal. Вот пишешь PayPal, типа открываешь спор, и PayPal уже с ними разбирается. Но PayPal, он действует ровно месяц от покупки. Так что если к вам посылка шла 2 месяца, все, это уже не прокатит. И второй, это самый Etsy. Тоже там можно подать на спор. Ну, как говорится, мне вот повезло, я написала продавцу, вроде он мне за вот этот кабушон, я уже не понял, потому что эта покупка у меня уже лежит, наверное, полгода. Он мне вроде бы вернул за него деньги. Я написала, как-то ты типа склеил и продал. Что типа за фигня? На Алиэкспрессе насчет споров все-таки полегче. Сейчас пойду на улицу, сниму эти камни, покажу вам, как они на улице. Так, далее вот такой коробочки получила. Конечно, тут было все упаковано. Это Херкимерский алмаз. 8 инчей. Это разновидность кварца. Также его называют горный хрусталь. Видите, какие бусинки. Они все такие. Вообще вот это вот качество очень хорошее качество. Нитка вообще была просто дешевая, где-то $17. Вообще 8 инчей, даже нитки у такого качества, что они все прозрачные. Оно стоит $50 где-то на Etsy. Просто ухватила одну такую нитку. Какие бусинки обалденные. И я прочитала, что они там помогают с тромбами в сосудах, помогают от бессонницы, даже лечат легкие психологические отклонения. Потом налаживают работу этой щитовидной железы и работу даже сердца. Ну и много чего. Вот такой красивый. Тоже вроде просто хрустальный алмаз, но видите, какие тут бусинки. Все остроконечные. Так, очень рада покупкой.
Следующее. Почти уже закончили, потерпите. Вот купила лунный камень. Капельки такие классные. Ну, тоже вот из-за моего света здесь. Хотя я в зале сижу, но у меня в зале все время как-то темно. Но здесь красивая реализация. И посмотрите, я купила такую маленькую, это 8 инчей ниточка. И продавец мне даже прислал подарочек. Это шпинель. Браслетик такой. Ну, хорошая, крупная шпинель. Не мелкая, а такая где-то... Сколько здесь? 4 на 3, наверное. И вот такие вот каплевидные. Это можно брать только одну капельку и делать колье. Что у нас такие минималистичные покупают. Что, видите, одна капелька, одно колье. И так вернешь денежку. Хотя, вот видите, красивые. Ну, красивая реализация. Я смотрела уже на солнце. Вот видите, вот видно там. Вот такая вот маленькая ниточка. Она стоит $18. Ну, лунный камень я беру. Я беру, когда вижу хорошую цену. В любой форме беру. Красивенький. Видите, и подарок даже шпинель, а не какое-то барахло. И у другого продавца купила вот это. Я сначала взяла вот эти у одного продавца. Это микс. Конечно, у него есть полностью нити камней, например, нити аметиста, нити халцедона. Ну, я думаю, возьму лучший микс. Микс, они, конечно, лучше. То же самое. Видите, тут халцедоны, цитрины. А лунники, смотрите, тут какие убежала. Вот тут халцедон, цитрин, розовый кварц. Смотрите, лунники здесь какие маленькие. Вообще малюсенькие. Вот я же и взяла, что там были и лунники. Но там он так сфотографировал, что их было плохо видно. Когда получила, они тут такие вообще малюсенькие. Поэтому от него я пошла к другому продавцу купить отдельно лунные камни эти. Капельки. Но все равно красивенько. Ну, тут вообще малепусенькие. Да, тут кварцы. Вот эти вот халцедоны, зеленые, мать авантюрин. Но голубые прям вообще красивые. Тоже такая вот ниточка 8 инчей. Нет, это, наверное, все-таки 4. Да, это 4. 4 инча, $18, да. Видите, дорого. А если полностью покупаешь нить 8 инчей, $35 там что-то. Вот. Ну, мне нравится. Вот тоже. Это все индийские. И вот он мне в подарочек прислал такие бусинки из ракушки. Ну, приятно, когда подарочки присылают. Так, ну вот все вроде. Да. Вот такие покупки у меня были на Etsy. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь, девочки, которые еще не подписаны, а просто смотрят. Всего, всем мира и добра. До следующего видео в эфире. Все, всем пока.